У нас 15 кур и один Петух. петух. Буквально 4 года тому назад мы переехали в Россию. Чего ж там не устраивало? Иммигранты очень много зашли в страну. Переворот начался. Посовещались, Вкусно, куда бекон. можно было бы отправиться. Я. Ну и отправились в Россию, да. Никогда не жалели, что мы приняли такое решение приехать в Россию. И почему в Россию? Первый вопрос. Наверное, зов предков все-таки. Из-за детей. То есть вам кажется, что здесь детям лучше? Да, конечно. Вот нормально вас, русских людей, немец в Россию вернул? В России дают знания больше и быстрее. С тещей какие отношения, мне интересно? Очень хорошо и красиво нам здесь нравится. Ну, мы тоже родились в Советском Союзе, получается. Вот мой муж, он в 93-м перебрался, мы в 95-м переехали. А как вы в этой большой Германии огромной друг друга нашли-то, мне интересно? Добрый день. Вы заметили, что у нас, у россиян, есть отличительная черта? Мы очень любим ныть. Ну, на вопрос там, как дела, какие дела, как сажа бела. И эта национальная особенность наша, может быть, и не позволяет нам разглядеть, насколько прекрасна та страна, в которой мы с вами живем. А из-за бугра это видится лучше. И поэтому вот уже из сытой Германии ни десятки, ни сотни, тысячи семей навсегда перебрались в Россию. Потому что в России появилось то, чего не было раньше. Мы стали интересны миру. О как! Сегодня у нас в гостях семья Зелингер. Владислав, Жанет и их дочь Эмили. Здравствуйте. Добрый день. Вы, я так понимаю, мечтали круто изменить свою жизнь и очень круто ее изменили, верно? Так точно. А как давно? Буквально 4 года тому назад мы переехали в Россию. Ничего себе, уже срок. Мы жили в Германии возле Баден-Баден, возле Фрайбурга. Хорошие места. Шварцвальд, может быть, кому-то Ну кто-то да, что-то говорит. Чего ж там не устраивало-то? Ну, жизнь колоссально изменилась в Германии. Мы понимали, что мы себя не чувствуем комфортно. Дополнительно еще в Германии произошло один момент, что иммигранты очень много зашли в страну. Какой-то переворот начался. Да? Точно так же я работаю в машиностроении и заметил, что здесь много изменений происходит, которые именно по экономике страны ухудшается эта ситуация. И мы как семья решили подумать, куда мы могли бы переехать. Ну, у вас, смотрите, вот как в советском анекдоте, знаете, когда человек стоит у глобуса и крутит его, он говорит, что ты делаешь? Говорит, выбираю страну на жительство. У вас весь глобус перед вами был. Почему в России-то? Ну, Россия, так как я, скажем так, родился в Советском Союзе, в Караганде. В 91 году мои родители переехали в Германию. И сколько вам было тогда? Мне было 7 лет. Ну, пацаном. С 1 класса я пошел в Германию в школу. И как бы, не полностью забыл русский язык. И, как бы сказать, многие года я работал очень много с Россией. Мы поставляли много машин, оборудования. То есть у вас были командировки сюда? Да, я на выставке был. То есть вы все-таки знали, как жизнь меняется здесь тоже? Да. И в другую сторону, надо сказать. Конечно, да. Да, понятно. А кто все-таки вот окончательное решение принял? Или у вас был семейный совет? Как это все было? Я предложил это моей супруге. Она чистая немка, она как бы, по-русски не владеет. И моя жена, она как бы на все готова. Она очень любит эксперименты и так далее, да. Но я так думаю, что Жанет все-таки учит русский язык, верно? Да. Да. Жанет, как вы отнеслись к идее перебраться в Россию? Wir haben gemeinsam überlegt, wo wir hingehen können. Мы вместе подумали, посовещались, куда можно было бы отправиться. Ну и отправились в Россию, да. Я знаю, что вас поразило то, что, в отличие от милой Европы, вам никто не улыбается, правда? Ja, am Anfang war es vielleicht nicht leicht, weil Вначале, да, было нелегко, потому что никто мне не улыбался, так как я к этому привыкла раньше.
Aber wenn man die Leute dann kennengelernt hat, hat man doch gesehen, ja, die Freundlichkeit. Но ты все равно die, знакомишься с людьми, проходит время, и ты видишь, что они дружелюбны. И внутри они тоже дружелюбны к тебе. Я вспоминаю себя в Соединенных Штатах Америки. В лифте еду с утра на работу. Ну, работа чудовищная. Я все уже ненавижу. И заходит такая голубая старушечка в лифт. Такая вся... Morning. Прям вот это вот все. А я на нее смотрю, ну просто смотрю, я ничего не... И понимаю, что я не ответил ей улыбкой, и у нее сейчас инфаркт случится. У нас надо хорошо постараться, чтобы человек вам навстречу улыбнулся. Зато это будет абсолютно искренняя улыбка. Но вы же не просто в Россию отправились, вы приехали на Алтай. Мы смотрели, хотели полностью вырваться с системы, так скажу, да. Ну, мы всегда напряженно там работали и хотели что-то в жизни, что-то новое увидеть, посмотреть. И искали именно, ну, задали такие параметры, что там, где населенность не густая, где чернозем, где чистая вода. Там же и горы еще. Там и горы, конечно. А вы Мы любим привыкли, горы, да, мы конечно. любим на лыжах кататься. И в Алтае тоже мы это сделали. Да, Понятно. есть все эти Ну вот возможности. смотрите, когда семья целая переезжает, ведь возникает вопрос, а чем мы, собственно, будем там заниматься? Конечно. У меня было в Германии хобби пчеловодством заниматься. Я выводил матки. У меня только было 3 улика, конечно, это эксперименты и так далее. Ну и в Алтае у нас, конечно, было побольше, так как мы тоже хотели создать возможности прокормить семью, конечно. И бизнес был у вас на этом? И бизнес, Или да. прям хобби? Мы продавали Бийск, Барнаул, Новосибирск, клиенты были, да. Слушайте, вы меня поправьте, если я что-то не понимаю, но я слышал, что в Германии, скажем, дача есть, но не в нашем понимании. То есть там на даче не то, что пчел держать, там даже ночевать нельзя. Так ведь это или нет? Есть такие моменты, да. Смотря какая дача, тоже зависит, конечно, какие возможности. У нас дом, который мы в Германии построили, он находился в конце поселка. И я в огороде поставил 3 улика в уголок. Это никто не заметил, как бы все нормально. А на Алтае не было проблем с уликами? Соседу не понравилось. Потом вызвали мне администрацию. Я им сказал, пожалуйста, юридически объясните мне, в каком положении я что-то неправильно делаю. Там конкретно прописано, что надо 50 метров иметь до следующего соседа, чтобы забор был 2 метра, и как бы у меня все эти точки как бы содержаны были. Ну, и... это вы по-немецки подошли к вопросу. Ну, да. Я это понял как раз-то в Сибири, что неграмотно это я решил. Ну, потом вообще была очень интересная эта история. Пришли, один там чубан на голову больше, чем я, и сказал, убирай ули, или мы их поджигем. Ну, да. И чем закончилось? Те люди, которые мне, как правильно сказать... Кидали предъяву? Да, предъяву кидали. Это очень грамотно, конечно, звучит. Когда они услышали, что мы переезжаем, что мы уезжаем от этого места, они все пришли и прощения просили. Как бы потому что они поняли, у нас была машина в хуторе, все бабушки к нам приходили, давали начало месяца карточки. Мы ехали один раз в месяц в город и снимали пенсию, и покупали таблетки, и привозили. И они как бы общались и поняли, что вы натворили. Да. Ну, мы решение приняли. У нас один знакомый есть, Али Мусаевич. Он нас тоже в газете статью прочитал, как мы переехали. Пригласил меня в Москву, мы с ним пообщались. И да, я обратно могу работать в машиностроении, у него 2 завода. И по сельхозтехнике я работаю как технический директор на данный момент. То есть вы сейчас и на работе, и плюс вот вы переехали в Ростовскую область, у вас там еще и хозяйство есть? Да, у нас есть хозяйство. Мы переехали в хутор Старозолотовка. Это очень красивое место. Я думаю, это очень трудно сейчас объяснить словами. Слушайте, но... давайте так. Вы на телевидении все-таки лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вы нас пригласили к себе в гости. Давайте посмотрим, что мы там сняли. Хорошо.
Мы живем в таком прекрасном месте. Здесь у нас вид на церковный дом, а здесь у нас Тихий Дон. Это наш козлятник, мы его сами сделали. Вот это Камила, Кузя и Слади. Мне нравится, да. Я даю козу. В день получается 6 литров молока. У нас 15 скур и один Петух. петух. В день в среднем 6 яиц. Пойдемте в нашу кухню. Мы перерабатываем продукты, которые здесь у нас в хуторе растут. И делаем томатный сок, яблочный сок. Яблочный чипс. Здесь мы варим сыр, ну и здесь наша сушилка. Also ich schneide die Äpfel, dann mache ich sie hier rein in den Trockner. Вся продукция, которую делает Жанет, продается в магазинах. В доме у нас 3 комнаты, мы уже обжились и себя уютно чувствуем. Это моя комната. У меня здесь медали, грамоты, поделки и украшения. Мы отсюда никуда не хотим уезжать. Нам здесь очень нравится. Мы в восторге здесь жить, учиться, работать и просто кайфовать. Мы любим Россию. На это даже смотреть приятно. Вот я не завтракаю с утра, но вот как вы это упаковываете, как вы это растите, я бы непременно, если бы я увидел это в магазине, да, в супермаркете на полке, я бы купил, точно. Да. Эмили, в школе-то как дела? Ну, хорошо все. Ну, принимают нормально ребята? Друзья Да. есть? Угу. А оценки какие? Хорошие. Хорошие? Кто бы сомневался. В такой-то семье, да. А, ну, любимый предмет-то есть какой-нибудь? Ну, математика, физра, технология, ИЗО. То есть не гуманитарий растет, да? В папу все, в папу, туда. Хоть раз за эти 4 года была мысль, что напрасно вы это сделали, и нужно было оставаться в Германии? Были такие моменты, потому что эти моменты или решения, они эмоциональные, они приходят. Буквально одна проблема, думаешь, ах, зачем я это затеял. Но в среднем, если смотреть на 4 года, я думаю, мы правильное решение приняли. Этот опыт нам много показал. Показал, как люди в России думают, размышляют. Сравнение есть с Германией. И это очень важный опыт, который мы хотели бы... Ну, для нас это важный момент, что мы проживаем эту жизнь и не просто вот идем на работу, суетимся, а понимаем жизнь, понимаем смысл Зачем этого живете, да, жизни. И так Хорошо. далее. Ну, вы знаете, что у нас есть для вас видео «Привет с Алтая». Влад, Жанет, Эмили, привет. Как жаль, конечно, что вы уехали из Сибири. Мы очень скучаем по вам, особенно по тем моментам, которые мы проводили вместе. Ну, мы занимались пчеловодством с Владом, сельским хозяйством, ну, иной раз там общественной деятельностью. Гуляли по горам, на лыжах катались. Нам вас очень не хватает. Но мы уважаем ваш выбор и от всей нашей семьи передаем вам большой привет. С нетерпением будем ждать вас в гости. Если будет у вас такая возможность, приезжайте. Поедете в гости? Есть желание съездить на Алтай? Есть. Да. Сергей и его семья очень нам помогли в трудных моментах. Мы не знали, где, что это такое вообще МФЦ, что это ГИБДД. Мы это все слова для нас новые. Понимаете, мы как бы слушаем, что это такое и куда нам надо. И эта семья нам очень хорошо помогла. Именно с бумагами, с моментами по пчеловодству. Мы с ним сделали эти улики, строили. Он очень
талантливый человек. И да, он не только там хитро или там это, ой, я не хочу, чтобы он тоже занимался пчелами. Нет, он наоборот помогал. Да, хоть у него свои улики. То есть вы прямые конкуренты, и тем не менее он вам помогал. И он помогает, это ну, молодец. Вот это русская черта. Ну, что я могу сказать, ребят? Вы замечательная семья, потрясающие отношения у вас к жизни. Да, у вас все получается и будет получаться. Мы в этом уверены абсолютно. И знаете, что еще? Вот что, на мой взгляд, точно важно. Потому что вы своим трудом, образом жизни, вы так или иначе даете урок еще и нам. Тем, кто вас окружает, тем, кто вот там, в вашей станице живет. Потому что оказывается, что можно вот так. Чистенько, хотя козы и куры, да, красиво, умно и очень вкусно. Поэтому спасибо вам. У нас в гостях семья Граф, которая 3 года назад перебралась в Россию очень необычным, надо сказать, способом. И почему в Россию? Первый вопрос. Наверное, зов предков все-таки. Мы с Данилом долго, не так долго, но думали, куда перебраться. И, в принципе, у нас сразу на первом месте появилась Россия. Во-первых, мы искали место ближе к морю, так как мы искали именно место для наших детей, где бы им было комфортно, свободно жить, и поэтому выбрали место рядом с морем. И потому что мои предки из Кубани, мой прадед вообще кубанский казак, и поэтому мы выбрали именно Краснодарский край и перебрались на Кубань. А вы-то как оказались в Германии? Мы с семьей в 92-м году переехали из Казахстана в Германию. У меня отец с немецкими корнями, и поэтому в 92-м году уехали в Германию. Ну, то есть это вот поволжские немцы, которые потом оказались в Казахстане, вот как раз в 90-е туда. А вам сколько лет-то было? Мне было 4 года. Ну, то есть вы больше немка все-таки, чем кубанская казачка, верно? Ну, это кто как считает. Я себя считаю больше русской, И нет, чем вы немка. красивые вы, конечно, как казачка, да, это очевидно совершенно. Сколько детей у вас? У нас 3 мальчиков. Вы ведь знаете, как, люди, когда люди разумные, да, они что-то нажили там за жизнь, они долго готовятся, собирают контейнеры какие-то. Вы как уехали из Германии? Мы на самом деле очень быстро приняли решение. Мы в 22 году, в январе, начали об этом думать. В феврале уже окончательно приняли решение, что поедем в Россию. И тут же в феврале мы узнали, что я беременная 3-м ребенка. Мы летом выставили дом на продажу, продали дом, на эти деньги купили автодом и запаковали самое нужное, то, что смогли продать, продали, то, что не смогли, раздали, то, что ни то, ни другое просто оставили там, все, что вместилось, и сунули в октябре в автодом и поехали. Ну, круто же, нет? Даниэль, а почему уехали-то? Es gibt unendlich viele Gründe. Невероятно много есть причин для этого. Der Hauptgrund sind die Kinder gewesen. Самое важное, это, конечно же, дети. Из-за детей. Die Kinder hatten keine Freiheit. Die Kinder konnten nicht einfach rausgehen. У детей не было свободы, но вы представьте себе, вот есть школа, вроде бы там можно себя свободно как-то проявлять, но детям говорили, вот у тебя есть здесь и здесь небольшое пространство, вот здесь ты как бы ты, а дальше уже никуда нельзя. То есть вам кажется, что здесь детям лучше? Да, конечно. Смотрите, вы купили автодом, приехали в Краснодарский край. Ну, нет бы выбрать хату какую-нибудь, да, где жить. Вы же пошли другим путем совсем. Вы простых путей не ищете, нет? Во-первых, у нас сперва была цель просто до места какого-нибудь добраться, потому что мы в октябре выехали, а начало ноября у меня стоял срок рожать. И поэтому у нас совсем мало было времени, чтобы найти место, чтобы родить по пути, чтобы определиться, где мы окончательно будем оставаться. Поэтому у нас все было бегом-бегом. Мы приехали, оформили документы, потом посмотрели, где мы будем зимовать, потом быстренько рожали, потом
меня выпустили, мы поехали дальше. В общем, у нас все вот так было на ходу. В итоге 13 октября мы покинули Германию, а 12 ноября у нас появился Федя. Ну, все благополучно было? Да. Но вы еще молодцы, знаете в чем? Вам удалось по программе переселения как раз, да, за 3 года, по сути дела, что вы здесь живете, стать гражданами России, верно? Ну да. Ну, поздравляю. Спасибо. Я вам так скажу. Такие граждане нам точно нужны. Да. А сейчас давайте посмотрим все-таки, как вы устроились и как живете сейчас. Мы переехали из Германии в Краснодарский край. Нам здесь очень-очень нравится. Мы купили гектар земли, построили вот 2 дома, потихоньку обустраиваем сейчас вот огород. У нас было много клубники. Тут вот мы в этом году посадили капусту. Дети нам в огороде помогают. Ой! Мы с братом очень любим играть в футбол. Беги, Федя! Федя! У нас вот здесь вот собаки, мы их кормим. Федя очень любит с ними играть. Шерсть у них пушистая. Федь! Скажи, я еще майки, я еще майки. Ты куда, Федя? Ты куда, зайка? Дом у нас еще в процессе строительства. Потихоньку достраиваем комнату за комнатой, а работы еще очень много. Яна у нас учится во 2 классе на домашнем обучении. Федя пока любит заниматься всем. Он любит бегать, прыгать. Паша у нас учится в 5 классе. Я люблю заниматься спортом и занимаюсь спортивным туризмом. Дома я отжимаюсь, подтягиваюсь, приседаю и качаю пресс. Нам, в принципе, всем здесь лучше живется. Мне нравится природа. Здесь много зверей. Тишина, много мест для детей. Я бы не захотела отсюда переезжать. Федя, тебе нравится здесь? Да. Никогда не жалели, что мы приняли такое решение приехать в Россию. Нам здесь всем живется намного лучше, чем до этого. Если я смотрю, на этом гектаре земли у вас уже такое родовое поместье, 2 дома уже, верно ведь? Скоро будет немецкая деревня такая у нас в Краснодарском крае. Но если говорить серьезно, 2-й дом-то, я так понимаю, для вашей матушки, которая тоже перебралась? Да, у нас получился 1-й дом, мы маме построили, потом наш дом, а 3-й дом — это уже перебирается моя сестра. Вот так вот. Давайте мы пригласим сюда Ларису, вашу маму, и детей ваших прекрасных, да, и поговорим с ними. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, дети. У меня младшего сына тоже Федор зовут. Ларис, как вы отнеслись к идее переезда-то? Как я отнеслась, очень даже прекрасно. Зять был инициатором, поэтому... Вот нормально вас, русских людей, немец в Россию вернул? Здесь когда-то родились мои предки, и я еще хотела искать, где и что, хотя совсем очень мало знаю. Раньше как-то было не принято об этом всем рассказывать, и по крупице я собирала. Так это у вас тоже кубанские корни получаются? Да, с папиной стороны Ростовская область, а с маминой Кубанская. Ну, то есть вы просто сейчас на родине находитесь? Да, на родине, на родине. Пауль, скажи мне, пожалуйста, как тебе переезд дался? Мне нормально, легко. Ну, ты не скучал по друзьям там в Германии, которые от тебя остались, по школе? Не скучал вообще. А здесь есть друзья? Да, есть. И в школе все нормально? Да, все нормально. Яна, а ты как учишься? А ты как? Ну, у меня тоже все нормально. А вы по-прежнему в семье по-немецки говорите, да? То есть ребята двуязычные? Да.
Двуязычные, да. Ну, со мной больше по-русски, а с папой больше по-немецки, Ну, да. понятное дело, распределение обязанностей. Хотя папа всё. очень часто старается по-русски с ними разговаривать. Понятно. Паш, ты же, наверное, больше помнишь немецкую школу, ну или... Да. Да. А чем отличается российская школа от немецкой? В России материал быстрее, дают знания больше и быстрее. Вот так вот. Да. И ты успеваешь их, эти знания, забирать. Да. Молодцы, ребят. Кроме хозяйства, которое вы ведете, есть какая-то работа у вас? У нас в Германии был свой бизнес, мы работали в консультации, сопровождали женщин по поводу питания, здорового питания. И, в принципе, в этой же сфере сейчас работаем удаленно. Я как косметолог-нутрициолог провожу консультации, а Даниэль как повар, он занимается именно приготовкой, тоже иногда удаленно, делаем видеосессии тоже. Даниэль повар? Да. Вот повезло-то, а? Да. А с тещей какие отношения, мне интересно? Sie ist für mich wie meine Mutter. Вы знаете, она для меня как мама на самом деле, потому что вот мы же жили в Германии в одном доме, сейчас у нас два дома, но мы все равно очень близко и вместе. Ну, совет да любовь. Вам расти здоровыми, сильными, умными. Добро пожаловать домой. Спасибо большое. Вот представьте себе, живет в Германии семья. 3 детей, престижная работа, хороший заработок, дом свой. Все бросают и уезжают куда? В Сибирь. 3 месяца назад семья Ни, Виктор, Екатерина и 3 их детей перебрались из Германии в Сибирь. Почему, ребят? Ну, почему? В принципе, как уже остальные говорили, в Германии просто ситуация так сильно изменилась, и эта русофобия тоже, что уже некомфортно было там жить. А как вы-то оказались в Германии? Ну, мы тоже родились в Советском Союзе, получается, Карагандинская область, Казахстан. Тогда были 7 лет, когда переехали. Родители решили, мы ничего не могли сделать, получается. Понятно, да. Екатерина, у вас та же история? Да, вот мой муж, он в 93-м перебрался, мы в 95-м переехали. И... Ну, тоже девочкой совсем. Да, мне 7 лет было. И да, выросли всю жизнь, провели 30 лет, он 32 года прожил в Германии. А как вы в этой большой Германии, огромной, друг друга нашли-то, мне интересно? Да, получается, в Германии есть такое обучение на среднюю профессию, там где ты в компании учишься, и там мы, короче, встретились, мы в той же самой компании учились. Он входил в техническое образование, а у меня экономическое было. И вот на работе познакомились мы. Круто. А кто был инициатором переезда все-таки? Ну, в конце концов, я. Слушайте, ну вы всего 3 месяца в России. Да. Я понимаю, что еще эйфория переезда не прошла и так далее. Но не жалеете, еще же не поздно вернуться-то, нет? Нет. Нет? Я очень не скучал по Германии. По родственникам, друзья, да, а вот по Германии нет. Слушайте, а в Тюмень-то как вас занесло? Почему именно в Тюмень? Моя мама, она смотрит очень много блогеров тоже. И тоже видела одну семью, которая переехала в Тюмень. И вот она нас все туда подталкивала. Муж, он в 23-м году и 24-м году он ездил, рассматривал Россию. А вы были здесь по туристам или в командировке? Туристам. Ну, по командировке тоже, но это было уже 10 лет назад, получается. Понятно. Да. И присмотрелись, да? Но, а Тюмень-то именно из-за того, что блогера увидели в Тюмени, или что? Нет. Чем дальше от Европы думали, тем лучше. Детки, дорогие, вам-то как? Ведь это же не просто так взять, сменить школу, уехать из Германии в другую страну совершенно, для вас совершенно незнакомую. Как вам здесь? Ну,
Ну, мне тут довольно нравится. Тут чисто, в Германии очень грязно. Там везде мусор лежит, там попасть в мусорку не могут люди. Чувствуете перевертыш какой, да? Но ведь Тюмень-то все-таки отличается и по климату тоже. Да. Вот Там, вы сейчас... там солнца больше. Ну, солнца больше, но сейчас зима. Снега там в Германии, у нас там, где мы жили, там, если повезло, 1-2 дня в год выпадал снег. Ну, тут тебе снега хватит. Потом ты будешь спрашивать: мам, папа, а когда он растает? И когда он уйдет? Тебе-то как, нравится? Да, Вы в школу ходите? да. Мы ходим в частную школу. А как приняли вас одноклассники в частной школе? Хорошо, у меня в моем классе 6 человек. Хороший класс. В моем было 32, я как сейчас помню, да. Мгм. А вы в Германии на каком производстве работали, верно? Да, верно. И вы Да. тоже? Да. Да. А можете рассказать, что там за работа была такая? Но я в крупной компании работал, именно, которые между разных стран работает, и она производит железнодорожный состав. Вот, например, Сапсан, Ласточка, это там я тоже работал на этих проектах. И в этой сфере я, получается, тут тоже в командировке был в России. И, конечно, и в Китае, и в Сербии и так далее. Ну и уже больше опыта, скажем, с Россией, чем у жены был тогда. Понятно. А сейчас-то у вас что с работой? У нас пока еще работы нету. Мы еще, еще гражданство не получили еще. И, в принципе... Я так понимаю, вы тоже идете по ускоренной процедуре получения Да. гражданства, да? То Правильно. есть сейчас у вас вид на жительство, и потом будете оформлять уже гражданство. Мы уже уже оформили подали. даже. А уже оформили? Да. Надеемся, что уже получим. Отлично. Ну, я так понимаю, что у вас дом свой был в Германии? Да, Да. правильно. А вот каково это после собственного дома в Германии жить в съемной квартире в Тюмени? Мы сейчас, да, у нас очень маленькая квартирка, 50 квадратных метров. Конечно, детям очень мало было места. Вот когда лето было, хоть Лиза могла себя как-то спрятаться на лоджии, убежать от мальчиков, или себя закрыться в шифонер тоже, где-то свой уголок ищет всегда. Ну, конечно, тесновато. Не в тесне, не в обиде, как говорят, да? Кстати, да не в обиде, вы нас в гости пригласили. Давайте посмотрим, как вы ютитесь в 50-метровой квартире. Wir sind aus Deutschland nach Russland ausgewandert. Че, как вы там? Нормально. Чебурашка. Да, мест мало, как вы заметили. У нас в каждом углу где-то какие-то ящики, все стоит еще. Самое нужное достали. Пару книг с собой взял с Германии. Немецкую литературу, так как она все равно легче мне заходит, чем русская. У нас такие, разные дети. Вот Никита, например, он очень любит рисовать. Дочка у меня карате занимается. У тебя сумка больше. Ой, тебе. Как позаниматься? Тебе нравится карате хоть? Научилась на японский уже до 10 считать. Ични, санси, го, року, сити, хати, кюдзю. Все, выиграл. Молодец, Игорь. Дальше прыгай. Не успел. Мы вот сюда вот как приехали, да, здесь удивительно много берез. Они у вас такие беленькие, все ровненькие. Лиза, ну-ка, давай это подтягивание. И 5 еще. Молодец.
Кстати, такие площадки, как мы сейчас здесь видим, такое в Германии очень редко. Детские площадки здесь ухоженные больше. У нас в Германии за ними не ухаживать, они уже разваливаются. Здесь больше солнца. Столько солнца за эти 4 месяца мы в Германии не видели. Очень-очень хорошо и красиво нам здесь нравится. Auf Wiedersehen! До свидания. Вот феномен обратной иммиграции становится уже не просто феноменом, а такой носит нарастающий характер. Выбор осознанный, и они это делают ради своих детей. Поэтому действительно в нашей стране растить детей, давать им образование и вот ценности прививать, да, общие такие общие ценности, человеческие. Здесь, наверное, гораздо проще, чем это делать было вам на предыдущем месте вашего жительства. Екатерина, вы сказали, что Тюмень-то выбрали, потому что матушка ваша за блогом смотрела, да? Да, она Семьи, которая перебралась туда. Да. А вот Татьяна Алексеева, которая этот блог вела, сейчас с нами на связи. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы-то сами как там оказались и давно ли? Да, мы, в общем, переехали в 23-м году, в феврале месяце. Для начала мы рассматривали юга, но пожили там, в Тульской области, Московской области. Немножко все-таки мы решили поехать в Тюмень, тоже смотрели различные видеоролики. И когда приехали, просто были в восторге и решили остаться здесь. А у вас тоже дети есть, да? Да, у нас 3 детишек, 2 из них, двойня родилась в Германии. И уже по пути, когда мы переселялись, у нас появился еще маленький малыш, россиянин. Это уже тенденция, однако, да? Скажите мне, пожалуйста, а причины вашего переезда все-таки в чем? Как-то душевно мы себя не находили. Хотя вот с детства там жили, но что-то было все не так. Это вот была основная причина. Мы не могли найти себя вот душевно именно вот в Германии. А в Тюмени нашли? Хорошо. Обязательно. Сразу. Есть такое понятие «мигрантская депрессия». И люди, которые уезжают туда, в Европу отсюда, они как раз обращались там ко мне с таким запросом, да, то есть процесс адаптации проходил очень тяжело, и необходима была помощь профессионалов. Вот здесь мы видим 3 семьи, и я обратила внимание, что вы прекрасно вернулись оттуда и без помощи каких бы то ни было специалистов вот справились с этой неизвестностью, которая, естественно, была. Безусловно, сложности бывают всегда, и в такой ситуации они непременно будут, но они проходят. И вопрос, чего больше, хорошего или плохого. И вот каждая семья как бы подтверждает, что приехав сюда, хорошего больше. Вообще, я люблю очень нашу страну. И услышав ваши все истории, конечно, берет гордость, что у нас здесь так. Добро пожаловать к нам. И на самом деле приехали вот просто с чемоданами, да, построили бизнес, дома, семьи свои сюда перевозите. Ну просто браво. Я многому хочу научиться у вас. Я начал программу с того, что у нас, вот у россиян, есть отличительная черта. Нам все не нравится. Мы все время ноем. Мы ноем, хотя все хорошо. Посмотрите, как нужно и можно любить нашу с вами страну, как нужно и можно работать на земле. Вам удачи, успехов, все у вас получится. Спасибо.